Вы на канале Сказки-рассказки. Здравствуйте, дорогие ребята! Прослушайте сказку про зонтик. Самое прекрасное время года – это лето. Так считают все жители леса. Именно летом жизнь в лесу идет полным ходом. Цветут цветы, шумят деревья, летают насекомые. Звери и птицы выводят детенышей. Но лето бывает разное. Иногда оно прохладное и мокрое, с дождями и туманами. Иногда очень жаркое, с палящим солнцем и засухой. Именно такое лето, знойное и сухое, выдалось в этом году в Ежином лесу. Солнце нещадно палило землю, а в небе не было ни облачка. Трава на открытых полянках пожелтела, словно осенью. Листья на деревьях пожухли, кое-где начала трескаться земля, было сухо и очень-очень жарко. Многие звери попрятались в своих норах. Кто-то, кто был посмелее, ночью выходил погулять и подышать свежим воздухом, но таких было мало. А вот некоторым, у кого было много детей и кому приходилось постоянно думать о пропитании, был вынужден и днем выходить на улицу, несмотря на жаркое солнце. Таким был и заяц. У него была большая семья, каждый день нужно было приносить домой много еды, а еды становилось все меньше и меньше, так как от солнца все посохло. Зайцу приходилось забираться все дальше и дальше в лесную чащобу, чтобы найти какие-нибудь грибы и ягоды. И вот однажды пошел заяц на окраину леса посмотреть, не начала ли там созревать клубника. Ягоду он не нашел и ни с чем возвращался домой. Солнце сильно пекло, и негде было от него спрятаться. Деревья кругом стояли, редкие, почти не отбрасывающие тени. Зайцу так хотелось тень, что он обрадовался бы и большому листу лопуха. Но его нигде не было видно. И тут заяц заметил не то растение, не то большой гриб. Подойдя поближе и приглядевшись, он понял, что это был большой зонт, сделанный из березовых веток. Под зонтом была большая прохладная тень. Уставший зверек присел в этой тени. «Ну чего тут разлегся?» — услышал вдруг голос позади себя. Заяц обернулся, увидел барсука. «Здравствуй! Устал вот, решил немного отдохнуть». «Отдыхай в другом месте!» — недовольно проворчал барсук. «Это моя тень, это я ее сделал». «Ты? Здорово ты придумал! Но тень же большая, много места я не займу». Зайцу так хотелось встать, не хотелось вставать и выходить из прохлады. «Ага!» — не унимался барсук. «Ты немного займешь, потом еще какой-нибудь займет, потом еще так места и не останется. А этот зонт я сам делал, никто мне не помогал». «Верно, верно!» — согласился заяц. «Давай я тебе помогу. Могу веток принести еще, можно расширить зонт, тогда тебе еще тень будет еще больше». «Расширить?» — барсук даже испугался. «Да ни за что на свете, это мой зонт, и он как раз такого размера, какой мне нужен. А ты убирайся отсюда, это мое место, я всегда тут отдыхаю». Заяц вздохнул, встал и поплелся к дому. По пути он долго еще шел, ворчал и ругался сзади барсук. И настроение у зайца от этого было какое-то невеселое. Шел заяц лесом. Так было дальше, через поляну, но зато всегда почти он был в тени деревьев. По дороге он все думал, мало случившееся. Он думал, что барсук, конечно, был прав. Это был его зонтик. Раз он сам его сделал, ну, можно было вести себя как-то повежливее. И чем больше заяц так думал, тем грустнее ему становилось. Уже около самого дома заяц встретил своего друга ежика. «Привет, заяц», — сказал тот.
Говорят, ты на дальнюю поляну ходил, как там клубника, поспела? Здравствуй, ежик, вздохнул заяц, не поспела еще. Вот и хорошо, обрадовался ежик. Что ж тут хорошего, не понял заяц. Да что на поляне, вокруг большой ели, ее невидимо. Я сегодня ходил и заметил. Не может быть, обрадованно воскликнул заяц. Это же совсем рядом. Конечно, почти у самого дома. Там высокая трава, и ягоды не засохли от яркого солнца. Вот только как ее собрать, я ума не приложу. Я пробовал собирать, но солнце так печет, что долго не проходишь. Да, это проблема. Заяц задумался. Может, ночью придем, когда солнца нет? Нет, не получится. Ночью в высокой траве ягод совсем не увидишь. И тут зайцу в голову пришла замечательная мысль. «Я знаю, что нужно делать!» – обрадованно выкрикнул он. «Приходи через 2 часа в самый центр поляны. Я тоже там буду». «Хорошо, приду. А что ты придумал?» «Некогда рассказывать!» – крикнул заяц, убегая. «Сам увидишь и корзину большую захвати!» Ежик поспешил домой. Там он сначала пообедал, а потом принялся собираться на встречу с зайцем. Ежик все пытался понять, что задумал его друг, но так и не смог ничего придумать. Тем не менее, он нашел в кладовке большую корзину, положил на ее дно большой лист лопуха, чтобы ягоды не высыпались через щели, и направился к центру поляны. Хотя ежик не задерживался нигде, он пришел не первым. Ежики вообще-то не очень быстро бегают. К тому времени, как ежик пришел на поляну с высокой травой, там уже был заяц со старшими зайчатами. Они что-то сооружали посередине поляны из палок и еловых веток. Когда ежик подошел поближе, то увидел, что это был большой зонт в виде гриба. «Ну как тебе моя идея?» – спросил заяц с торжеством, взглянув на своего друга. Ежик зашел в тень, отбрасывая большой шляпой гриба. Там было прохладно и пахло смолой. «Здорово!» – сказал ежик. «Здесь очень хорошо, совсем не жарко. Но ягоды собирать мы будем не только под зонтиком. Все равно придется из тени выходить». «Конечно!» – согласился заяц. «Везде зонтов не настаешь». «Да не надо, мы немного пособираем, потом отдохнем в теньке. Потом опять пойдем собирать ягоды». Ягод на поляне было много. В высокой траве дольше сохранялась влага, поэтому ягоды тут были крупные, сочные. Ежик быстро насобирал ягод лукошко, отнес их под зонт, чтобы высыпать в корзину. Там он присел немного отдохнуть. Было очень жарко, но под зонтиком жара не ощущалась так сильно. Даже удул легкий ветерок. Заяц с зайчатами трудились на славу. Они то и дело перебегали под зонт, приносили ягоды и ссыпали их в свою большую корзину. «Здорово я придумал!» – радостно спросил заяц друга, присев с ним рядом в тени. «Здорово! А как это тебе в голову пришло?» «Это барсук мне идею подал». «Барсук?» – удивился ежик. «Вот бы не подумал, он же такой жадина. У него снега зимой не допросишься. Не то что идеи». Так к зонту подошла белка с 2 бельчатами. Они тоже собирали ягоды и решили посмотреть, что за необычный гриб вырос посреди поляны. «Здравствуйте, как у вас тут хорошо!» – сказала она восхищенно. «Можно у вас тут отдохнуть?» Заяц на секунду было задумался, но потом чему-то рассмеялся и сказал: «Конечно, можно. Я же не барсук какой. Располагайтесь, места всем хватит». Белка поставила большую корзину с ягодами в тени, а сама что-то шепнула бельчатам. Те куда-то убежали. Через некоторое время она вернулась, притащив большой ушат. «Это я компот варила вчера», – пояснила белка. «Угощайтесь». Все, кто был под зонтом, так обрадовались, что у ушата сразу образовалась толкучка. Всем хотелось попробовать прохладного компота. Ежик тоже попробовал и с новыми силами отправился собирать ягоды. После отдыха работалось гораздо веселее.
Ежик собирал ягоды в ковшик, и когда тот наполнялся, приносил и высыпал в корзину. Когда он пришел в очередной раз, и увидел, что зонт-гриб значительно вырос. К нему была приделана большая пристройка, под которой лежал старый медведь. «Привет, ежик!» – пробасил медведь. «Как здорово ты придумал зонт поставить! А я вот ходил за медом, устал очень, а тут у вас тенек!» Собирали ягоды. Были тут и мыши, и суслики, бурундуки, еноты. Даже лось приходил, постоял в теньке и дальше пошел по своим делам. Много было птиц и другой мелкой живности. Заяц все время делал к зонту пристройки, чтобы он стал больше, чтобы места всем хватило. И все были благодарны ему, и каждый угощал его чем мог. Под вечер зачата притащили большой самовар, все зверушки, уставшие после работы, уселись вокруг самовара и стали пить чай с медом, орехами и другими вкусными вещами. «Смотри», — сказал вдруг заяц, — «кто-то еще вышел на поляну ягоды собирать». Ежик пригляделся. «Так ведь это барсук», — сказал он. «Барсук, иди к нам под зонт чай пить», — позвал заяц. Но барсук только что-то недовольно проворчал и направился прочь. А звери сидели за самоваром до самой ночи. Уж больно хорошо было под зонтом, и хотя солнце уже село, и было же не жарко, никто не собирался уходить. На это обратил внимание заяц. «Странно», — удивился он, — «сейчас на улице везде хорошо, но мне кажется, что под зонтом все-таки лучше». И действительно, там было лучше. Звери лакомились ягодами и медом, пили чай, рассказывали друг другу забавные истории из своей жизни. И всем было весело. Вот и все. Подписывайтесь на канал и ставьте лайки.